Ритмологическое решение. Религия о точках перехода из жизни в жизнь успешно говорит. Буддизм вернет по колесу сансары, меняя обороты. Христианство, считая грехом и смерть и рождение, всю жизнь трактует как искупление. Мусульманство – рождение как исполнение высшей воли, жизнь – расширение воли Аллаха, смерть – возврат к следующему приказу. Буддизм – жизнь, радость, украшай. Христианство – жизнь, грех, отмаливай. Мусульманство – жизнь, приказ, исполняй. Иудаизм, индуизм, ламаизм – бесконечные вопросы. Откуда пришел? Зачем пришел? Что должен сделать? Куда уйду? Могут быть решены ритмологически. Искорени все желания, и пусть с тобой происходит то, что будет происходить, говорит Будда. Обрати все свои желания на добро, забудь о зле, постарайся увидеть во всем происходящем только доброе начало. Если это происходит, значит, на то воля Божья, говорит Христос. Направь свое внимание на зло, искорени всякое зло, которое по твоему усмотрению мешает развертке божественного богоустройства, говорит Мухаммед, направляя своих верных на искоренение зла. Кому ближе ты на данный момент? Чем ты сейчас занят? Рассматриваешь добро и усиленно в каждом человеке ищешь божественный огонек, или направлен на зло и пытаешься в каждом убрать все его недостатки, разглядывая и помогая их преодолеть? Или ты ничего не желаешь и полностью себя доверил всему происходящему, искоренил все свои желания и вышел в нулевой вариант? И, может быть, было бы очень логично, если христианство обрели самые жестокие люди, чтобы при своей жестокости они искали всегда доброе начало. В каждом человеке, которому принимают жесткие меры, находились смягчающие обстоятельства. А самым мягким людям, которые все всегда всем прощают, не помешало бы приобрести мусульманство и где-то внутри себя увидеть границы, за которые нельзя переходить, так как дальше следует нарушение определенных этических прав, обоснованных поведенческих норм. Это нельзя прощать, и с этим нужно бороться. И постепенно ваше отношение к себе превращается в некие качели. То вы в себе ищете самое доброе начало своих поступков, затем начинаете искать самое злое начало, и, наконец, выходите в нулевой вариант. Это где вы зависаете посерединке, где вы прокатываетесь с одной стороны на другую. Но это тоже все только по отношению к себе, не по отношению к другим. Когда вам хочется уничтожить какое-нибудь событие, и вы говорите, что его терпеть не можете, не в состоянии выдержать любое прикосновение с ним, вспомните о мудрости создавших этот мир и поищите разумное зерно в самом себе, казалось бы, ненужном. Настройтесь на распятого Христа и испытайте стыд безоговорочного отрицания. А когда в какое-то событие вы втянулись без остатка, вы его настолько присвоили, что с собой на всю жизнь соединили, оставьте некую щелочку, ибо когда событие вас покинет, у вас будет возможность жить. И внутри этой щелочки постарайтесь увидеть образ мусульманина. Когда вы вышли из крайних границ, самых крайних категоричных оценок, поблагодарите буддизм. Внутри состояния ноль долго не задерживайтесь, ибо все, что будет проходить через вас, может внутри вас повисать и занимать, и застревать, и далеко не каждый находится в состоянии нирваны, когда события, прошедшие через него, уходят из него целиком. Да, и приобретая статус ритмолога, нужно внутри своего мозга и внутри своего сердца фиксировать происходящее, ибо ты не просто объект, являющийся проводником, некой трубой, через которую кто-то проходит, переходит тебя, некой дорогой, по которой может ходить любой, каждый, всякий, а все-таки существо, которое имеет определенную цель, имеет свой определенный путь. В этот момент свое отношение к бредущему через себя обязательно нужно зафиксировать или чувствами, или понятиями, ибо деянием уже произошло. Все остальные события проистекают в границах, обозначенных свыше, а от тебя требуется только выверить свое отношение к происходящему. Всегда и во всем ищи свое собственное положение. Ты столкнулся с событием. Отрицаешь его, уничтожаешь его. А при чем тут оно? Оно существует по воле высших.
а ты тем самым показал, что тебе это событие не нужно, и в тебе нет возможности с ним как-то взаимодействовать. Не трогай события, посмотри себя и выбери в себе границу отторжения мира. Ты увидел событие и побежал за ним? Ты пытаешься его достать и добыть всеми своими возможностями и способностями? Тебе нужно это событие? Оцени свое желание. Это ты за ним бежишь, оно существует само по себе по воле высших. Ты не реагируешь на события, это твое право. Это событие тебя не волнует, оно проходит мимо тебя, не задевает тебя, но оно проходит, оно существует, просто существует не для тебя, и ты к нему никак не относишься. Любое событие ты можешь принимать или отторгать, или не замечать, но это все ты. Мир устойчивый, разработанный высшим разумом, существует в своей неповторимости, и когда ты в нем появляешься, ты пытаешься поменять мир. Но на самом деле ты можешь поменять только свое отношение к миру или самого себя, или таких же, как ты. Начнем разбирать самые простые житейские примеры того, что ты делаешь всегда. Ты ложишься спать, и право же делаешь это с достаточной регулярностью. У тебя есть постель, и ты можешь воспринять ее как лабораторию. Начнем со смены постельного белья. Белье бывает шелковым, хлопчатобумажным, фланелевым и так далее. Оно может быть искусственным и естественным. Оно может иметь любую расцветку, от черного до белого, и любое сочетание цвета. Ты выбираешь для себя светлое белье, а кто-то рядом выбирает черное, и ты говоришь: «Фу, как это мне не нравится, и как он может!» Во второй части фразы допущена погрешность поведенческая. Ты пытаешься понять его или свое отношение к белью. Если свое отношение к белью, то не трогай никого. И в уроке обретения себя мы не имеем права сказать, и как может это ему доставлять удовольствие или неудовольствие. Мы можем просто сказать: лично мне это удовольствие не доставляет. И после этого попробовать прожить, застелить свою кровать черным бельем или попробовать почувствовать, а что было бы, если бы я сейчас лег на черное белье. Или попробовать понять, может, на черном белье снятся другие сны, может быть, черное белье к себе притягивает определенная энергия, может быть, на черном белье я свое тело вижу более красивым, и оно как фон мне подходит больше. Может быть, я тогда улетаю в черную звездную ночь, в ту манящую черноту и пустоту. Итак, мы взяли для примера только черное белье, постельное белье, которое для нас казалось чем-то невообразимо чуждым и излишним. И у нас есть всегда три возможности для поступка: понять, почувствовать, прожить. Выбор только за тобой. Но если ты отторгаешь, ты уже вошел в процесс взаимодействия с ним. Ты уже в этом белье, только неразумно. Погрузись в него разумно, но не привлекай никого. Не надо ставить оценку тому, кто уже спит на этом белье. Ты сейчас занят только собой. И не забывай в уроке обрети себя, ты занят только собой. А я занята только тобой. И поэтому пытаюсь тебя провести по ленте твоей собственной жизни и дать тебе возможность уроками радостей не расплескать себя, не привнести чужого на свою собственную ленту жизни.